Приветствуем вас на канале технических решений Энергомаг. Меня зовут Александр, и я вам предлагаю видео, в котором мы с вами подробно рассмотрим, как грамотно разделить квартирную электропроводку на отдельные группы, для того, чтобы эта электропроводка служила долго, надежно, не создавала никаких проблем. Крайнее видео, которое выходило на нашем канале неделю тому назад, тоже было по теме схемы электропроводки в квартире, принцип построения. Вы можете посмотреть это видео по ссылке в описании. Также скажу, что все ссылки, рекомендации, которые вы будете видеть в сегодняшнем видео, вы можете найти по ссылкам в описании. И в нижнем левом углу вы видите ссылку или название нашего сайта ele.kiev.ua, где вы можете найти множество статей по теме электрика в квартире, электромонтажные работы, заземление в квартире, заземление дома. Давайте вернемся к теме сегодняшнего видео. Раньше в домах старой постройки в электрическом щите стоял всего лишь один автоматический выключатель или пробки, который выключал сразу все розетки и освещение в квартире. Основными потребителями в квартире в то время были телевизор, несколько лампочек, утюг, настольная лампа, электробритва, но может быть еще пару каких-то немощных электрических приборов. В настоящее время картина радикально изменилась. Количество приборов в современном доме значительно увеличилось. Соответственно, возросли требования к современной электрической проводке. Современные распределительные щитки значительно подросли в размерах. Появились такие электроприборы, как варочные поверхности, электродуховки, стиральные машины, электроводонагреватели, кондиционеры, телевизоры, различные аудио-видеотехника и многие другие бытовые приборы. Освещение в наших квартирах уже редко ограничивается обычным потолочным светильником или люстрой. В то же время широко используются различные подсветки, бра, подсветки ниш, картин, подсветки многоуровневых потолков и так далее. Освещение управляется из нескольких мест, из 2, 3 и более. Существуют сложные схемы управления освещением датчиками движения, изменения яркости ламп с помощью диммеров и тому подобное. Современная кухня – это, пожалуй, самое большое сосредоточение мощной современной бытовой техники. Как я говорил, это варочные поверхности, электродуховки, посудомоечные машины, микроволновки, электрочайники и различные другие наши полезные помощники на кухне. Все это предъявляет повышенные требования к современной электропроводке. Для того, чтобы распределить нагрузку, обеспечить надежность и безопасность эксплуатации, а также для удобства использование электропроводку принято разделять на группы. Разделение на группы позволяет отдельно управлять энергопотреблением отдельных потребителей, либо групп электроприборов. Такое разделение очень удобно, например, при выполнении ремонта в розеточных группах, или, проще говоря, в розетках. Группа освещения остается работоспособной в темное время суток. Можно проводить ремонт, включив обычный светильник. Или наоборот, обесточив светильники, освещение можно включить в розетку, и при этом другие группы также остаются работоспособны. Аналогично в случае аварии, если произойдет авария, например, случайно забили гвоздь или просверлили отверстие, попали в провод, либо в результате протечки водопровода соседи сверху затопили квартиру. Одна из групп отключилась, остальные группы остаются работоспособными и полностью функциональными. Какие же существуют рекомендации для разделения электропроводки? Первое. Стационарная бытовая техника, а также мощные электрические потребители запитываются отдельной линией с установкой в эту линию в электрощите отдельного аппарата защиты. Это, как я уже говорил, такие потребители: электроплиты, электродуховки, кондиционеры, стиральные машины, бойлеры и так далее. То есть стационарная бытовая техника. Второе. Розеточные группы на каждую комнату желательно выполнять отдельной группой. Зал – отдельная линия, спальня – отдельная, детская – отдельная линия, кабинет – также отдельная линия и так далее. И третье, кухня у нас самая нагруженная с точки зрения электрики часть квартиры. Поэтому розетки кухни также запитываются отдельно, освещение в общем случае выполняется также отдельной группой. Но если у вас есть средства и возможности, то удобнее освещение каждого помещения или комнаты выполнить отдельной группой. Санузлы являются особо опасными помещениями с точки зрения электробезопасности. Они относятся к так называемым мокрым группам, поэтому они тоже выполняются отдельной группой. Следует обратить внимание на следующее. Прежде чем приступить к разделению электропроводки на отдельные группы, необходимо составить план вашей квартиры или дома и нанести на план предполагаемые места установки розеток
крупной бытовой техники, светильника, выключателей и так далее. То есть всех потребителей, которые вы планируете подключать в вашей квартире. Необходимо заранее продумать, какие и куда электроприборы будут у вас подключаться. Даже если вы планируете что-то приобретать позже, после окончания ремонта, эту технику необходимо изобразить на плане, чтобы в дальнейшем избежать необходимости переделок и всяких различного рода удлинителей и так далее. То есть вы детально продумываете, что вы планируете приобрести в будущем, и под эту технику предусматриваете место для розетки, где она будет установлена. Для розеточных групп и освещения необходимо дополнительно выполнить расчет токовой нагрузки. Как произвести расчет токовой нагрузки линии и выбрать автоматические выключатели, вы сможете увидеть в одном из последующих роликов, который выйдет на нашем канале Энергомаг. Разделение электропроводки на группы вы сейчас видите на экране. Здесь выполнено несколько групп. Каждая из групп защищена своим отдельным устройством защитного отключения или сокращенно УЗО. Так, первая группа — это отдельная стиральная машина. Вторая группа также отдельная — это бойлер. В каждой из этих групп установлено отдельное УЗО и отдельный последовательно автоматический выключатель, поскольку эти группы являются мокрыми. Далее идет одно групповое УЗО, и под этим УЗО находятся две группы розетки первой и второй комнат. И последняя группа также защищена отдельным УЗО. Под этим УЗО находятся еще две группы. Группа розеток кухни и освещение кухни. И отдельная группа — это освещение комнат и коридора. Далее для помещений и приборов с влажной средой, так называемых мокрых групп, необходима установка дифференциальной защиты на ток утечки 10 мА. То есть в нашем случае, который мы только что видели, у нас две группы. Это стиральная машина и бойлер. Они являются мокрыми, и для защиты установлено отдельное УЗО на ток утечки 10 мА. Для остальных групп устанавливается дифференциальная защита на ток утечки 30 мА. У нас эти остальные группы — это розеточные группы. Вот перед вами опять эта схема. Мы смотрим: стиральная машина УЗО на 10 мА, бойлер тоже на 10 мА, они являются мокрыми. Далее две группы розетки комнат 1 и 2, которые защищены одним общим групповым УЗО для защиты от поражения электрическим током с уставкой на 30 мА. И аналогично розетки кухни и освещения также защищены устройством защитного отключения на ток утечки 30 мА. Группа освещения выполняется кабелем 3 на 1,5 квадратных миллиметра и защищается автоматическим выключателем номиналом 10 ампер. Розеточные группы выполняются кабелем 3 на 2,5 квадратных миллиметров и защищаются автоматическим выключателем номиналом 16 ампер. Здесь хочу еще обратить ваше внимание, что для мокрых групп может быть установлена как связка устройств УЗО и последовательно с ним автоматический выключатель, так и отдельно установленный DIF-автомат, который выполняет функции устройства защитного отключения автоматического выключателя в одном корпусе. Мощные потребители мощностью более 3,5 кВт, это электроплиты, некоторые типы электродуховок, мощные проточные водонагреватели и так далее подключаются непосредственно к кабелю, либо посредством специальной силовой розетки с помощью кабеля соответствующего сечения. Обычно это кабель с сечением 4 или 6 квадратных миллиметров с установкой автомата защиты соответствующего номинала. Итак, давайте подведем итоги. Разделение электропроводки на группы позволяет распределить нагрузку, обеспечивает защиту, безопасность и удобство эксплуатации. В случае возникновения аварии в одной группе остальные группы остаются работоспособными, что очень удобно при необходимости ремонта в одной из групп. Ее можно просто отключить автоматическим выключателем в электрощите, а остальные группы остаются работоспособными. В то время как в этой группе можно проводить ремонтные работы, далее необходимо произвести расчет токовых нагрузок для розеточных групп и групп освещения. И в случае необходимости разделить на части эти группы. Разделение электропроводки на группы приводит к значительному увеличению габаритов электрического щита, но существенно повышает удобство использования. Ну вот и вся информация о разделении нагрузки в электропроводке. Если видео вам понравилось и было для вас полезным, не забывайте поставить лайк и поделиться нашим видео со своими друзьями, знакомыми и в социальных сетях. Также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выхода новых интересных видео. До встречи на нашем канале Энергомаг.
Пока!